Это 10-й отрывок из повествования о тяжелых политических и жизненных событиях в одной из стран на этой планете. Это художественное повествование, но за основу взяты реальные события похищения молодых девушек в те нелегкие времена и террористические акты против мирных людей. Аслан зашел с дипломатом, попросил Марину закрыть окно. Она засмеялась, задернула шторы, но окно не закрыла. «Интересно», — подумал Алексей, — «как он просто заходит к чужой жене в спальню, пока мужа нет дома. Неужели такие доверительные отношения? Ведь как-никак она уже приготовилась ко сну, и соответствующая одежда делала ее еще прекраснее и соблазнительней, особенно не для мужа». Разговор между ними хоть был и не громкий, но разобрать слова можно было. «Где твой-то?» «В городе, в КБ. Ты разве не знаешь, сам же приказал ему не выходить оттуда, пока не будет результата», — ответила женщина. «Какого черта он тянет? Ведь готовые формулы взяли. Что еще надо?» «Да. И у себя пока это оставь», — Аслан указал на дипломат. «Сейчас ехать по делу. Не хочется таскаться. Завтра заберу. Только закрой сейф. Очень важные документы. Не дай Аллах кому-то увидеть это». «Изменяешь ты себе, Аслан. Когда видел это, чтобы такие важные документы оставлял даже у меня?» Голос ее зазвенел играючи, переливаясь мелодичной кокетливой музыкой. «В данный момент здесь самое спокойное место. И что теперь мне скрывать от тебя? Вместе уходим за бугор. Мы с тобой теперь повязаны до мозга костей, как говорят русские. Да и доверять мне уже некому, кроме тебя. Что там еще по твоему муженьку, моя дорогая Лайма?» Аслан усмехнулся. Слышно было, что в ответ она что-то прошипела недовольно. Алексей напряг слух. Показалось, что ли? «Не все бумаги нашлись», — долетели до Алексея ее слова. «Остальное приходится дорабатывать. Не получилось обыскать весь дом из-за того тупицы, которого ты отправил, и все сорвалось. Не мог обойтись до конца без выстрелов. И мальчишку-то упустили. Только странно как-то, ни слуху, ни духу». Алексей весь напрягся. Было ощущение, что волосы зашевелились на голове от жуткой догадки. Что они говорят? Не разобрать, правда, все. «Ну ладно, успокойся», — услышал он голос Аслана. «И про дипломат не забудь». «Да не забуду, еще посмотрю». «Что там?» «Да смотри, это теперь наше. Там номера наших счетов в офшорах. Заживем, милая. Ты же ведь давно хотела покинуть эту страну. Вот и сбудутся твои мечты». «Вот тебе Лайма», — подумал Алексей. «Но все равно, как красивая чертовка. По акценту видно, с детства в России». «Стоп! А почему Лайма?» «Послышалось, наверное». Алексей весь превратился в слух. «Лайма!» Мозг, обладавший природным даром мгновенного анализа, на долю секунды запнулся, а потом выдал мощный разряд. «Почему Лайма? Она же Марина Валерьевна». Имя прозвучало чужеродно, как щелчок взводимого курка. В этот миг все изменилось. В его сознании, затренированном в разведвыходах, имя Лайма мгновенно вызвало из недр памяти призрак прошлого. Там на войне среди солдат ходили леденящие кровь легенды о Лайме, прибалтийской снайперше необычной красоты. Рассказывали, что она была первоклассным стрелком и била с дьявольской точностью в самые уязвимые места, лишая молодых парней надежды на жизнь. Слухи приписывали ей неземную внешность, но увидеть ее живой не довелось никому. Когда ее позицию накрыли из пушек, нашли лишь бесформенное тело с окровавленными клочьями ткани. Неужели она ушла, сменила маску? Алексей смотрел на женщину за окном другими глазами. Если это Марина и есть та самая Лайма, то Бог совершил страшную ошибку, вложив в такое совершенное тело душу дьявола. Дьявольская красота. Дьявольская красота. Теперь это словосочетание обрело для него осязаемый, смертельно опасный смысл. Разговор продолжался, но уже бесцельный. Они не опасались. Если бы кто-то стоял внизу, он бы не слышал слов. Но у них и в мыслях не было, что этот кто-то мог стоять за стволом дерева, прямо напротив окна,
на их территории, по их мнению жестко охраняемой. Первым желанием было влететь в окно, ударом развалить Аслана, а потом уже выбивать из него, что это за формулы, и что это за стрелявший тупица, и кого стрелявший, и где это было. Что-то про мальчишку сказали. Эх, черт, не расслышал все. Но сразу же сумятица мыслей слилась в одну холодную и рассудительную. Даже если это они, есть пособник, предатель, есть исполнитель и конкретный организатор, и без доказательств он будет всю жизнь сомневаться и казнить себя морально, если убьет их, прежде не заглянув в их глаза и не услышав слова признания. Потому что иначе, даже умирая, они будут знать, что он не уверен, прав ли он до конца. И сомнение всегда порождает слабость, если, конечно, ты не маньяк. Да и она, за что он должен расправиться с ней, хотя, похоже, повязана с ним заодно.